На камерах видеонаблюдения запечатлен момент, когда мужчина, стоящий на тротуаре, попадает под падающее дерево. Это случилось в центре города, когда он только что отошел от своего автомобиля. Огромная ветка глухо ударилась о землю в том месте, где он находился несколько мгновений назад. Прохожие замерли от неожиданности, и сам мужчина не успел осознать, что произошло. В другом месте камеры зафиксировали, как автомобиль выскочил на тротуар. Водитель, не справившись с управлением, врезался в витрину магазина. Скрежет тормозов услышали все вокруг, а люди в панике разметались в стороны. Кто-то пытался уйти, а кто-то остался в ступоре, не веря своим глазам. Удар был настолько мощным, что раздался в радиусе нескольких десятков метров, а крики и волнения заполнили улицу. В парке камера запечатлела, как из кустов неожиданно выскочила лиса. Она мгновенно пробежала мимо группы людей, которые застыли от удивления. Лиса, не обращая внимания на людей, исчезла так же быстро, как и появилась. Это событие вызвало смех и восторг, оставив свидетелей в ожидании следующей встречи с дикой природой. В центре города произошло более серьезное событие — взрыв. Камеры зафиксировали мгновение, когда вспышка света и мощный удар потрясли прохожих. Люди, неподготовленные к такому, начали разбегаться, полные страха. Службы экстренной помощи прибыли на место в считанные минуты, а камеры фиксировали панику и неразбериху. В одном из магазинов оказалась запечатлена сцена удивительного спасения. Работник, услышав крики, успел вытащить женщину, которая потеряла сознание. Этот момент стал настоящим чудом, так как жизнь человека зависела от быстрой реакции. Неожиданно в супермаркете камера запечатлела попытку кражи. Мужчина, маскируясь под покупателя, пытался незаметно вынести товары. Однако его действия были замечены сотрудниками магазина. Разразилась небольшая драка, в которой охрана задержала злоумышленника. Его попытка уйти с награбленным провалилась, оставив зрителей в недоумении. Моменты, зафиксированные камерами видеонаблюдения, показывают, как быстро может измениться жизнь. Каждый миг способен стать решающим, и часто это происходит в самых неожиданных местах, оставляя людей в шоке от увиденного. На одной из улиц города упала реклама с крыши здания. Огромный щит, не выдержав сильного ветра, рухнул прямо на проезжую часть. Водитель легкового автомобиля, который ехал в этот момент, не успел среагировать и столкнулся с падающим щитом. Удар был оглушительным, осколки разлетелись в стороны. Пешеходы замерли, наблюдая за происходящим. Один мужчина увернулся, но его друг остался под завалом. Спустя несколько минут на место происшествия прибыли экстренные службы. Полиция оцепила территорию, а медики начали оказывать первую помощь пострадавшим. Спасательные службы работали быстро, поднимая щит и освобождая человека, зажатого под ним. Шум и волнение привлекли внимание прохожих, вокруг собрались зеваки, которые не могли оторвать взгляд от происходящего. В другом районе камеры зафиксировали падение мужчины с балкона. Он пытался сделать трюк, но потерял равновесие и упал на землю. Крики людей привлекли внимание, и свидетели подбежали к нему. Один прохожий вызвал скорую помощь, другой оказался медиком и начал оказывать первую помощь. На месте царила паника, но быстрая реакция свидетелей помогла мужчине выжить. В еще одном месте с высоты упала конструкция, использовавшаяся для рекламной акции. Она не выдержала порыва ветра и рухнула на толпу. Люди начали разбегаться в разные стороны, спотыкаясь друг о друга. Несколько человек получили травмы. Камеры фиксировали каждую секунду паники. Затем медики прибыли на место, чтобы оказать помощь пострадавшим. Спасатели оценивали ситуацию и организовывали эвакуацию пострадавших. Один из них заметил человека, оставшегося позади, и вернулся, чтобы вытащить его из-под завалов. Эти действия были осуществлены в условиях стресса и напряжения. Медики продолжали работать, оказывая помощь раненым. На улице все еще стояли зеваки, которые обсуждали произошедшее. Несмотря на серьезность ситуации, некоторые свидетели не могли удержаться от шуток, когда видели, как один из спасателей успокаивал испуганных детей. Ну что, готовы к еще более шокирующим моментам? Если вам нравятся такие неожиданные повороты судьбы, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите поддержать наш проект и увидеть еще больше уникального контента, ссылка для доната ждет вас в описании, или просто наведите камеру на QR-код на экране. Помогите нам делать это вместе. Эти моменты, хотя и полные страха, показывали человеческую солидарность. Каждое из этих событий стало частью дня, который навсегда изменил жизни людей. Камеры фиксировали, как быстро может произойти непредсказуемое и как хрупка жизнь.
Падения с высоты оставили множество вопросов и глубокие впечатления на свидетелей. На одной из центральных улиц города камера зафиксировала момент, когда автомобиль выехал на тротуар. Водитель, судя по всему, не справился с управлением, и машина стремительно мчалась в сторону группы людей, стоящих у магазина. Прохожие не сразу осознали, что происходит. В это время мужчина с коляской, отведя взгляд на несколько секунд, не успел среагировать на приближающуюся угрозу. Автомобиль проносился мимо, и тротуар заполнился криками. Люди начали разбегаться в разные стороны, пытаясь избежать удара, но некоторые не успели уйти. Водитель, осознав свою ошибку, резко повернул влево, но это только усугубило ситуацию. Крики и звук тормозов смешались в одну какофонию, когда автомобиль врезался в металлическую стойку рядом с витриной. С места происшествия сразу же раздались звуки, привлекающие внимание окружающих. Пешеходы, находившиеся рядом, в панике смотрели на автомобиль и людей, которые уже начали оказывать помощь пострадавшим. Один из свидетелей, находившийся в близости, бросился к автомобилю, чтобы убедиться, что водитель в порядке, а другой — к раненым, чтобы помочь им. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. Полиция оцепила территорию, а медики начали оказывать первую помощь пострадавшим. Люди, оказавшиеся в ловушке, были в состоянии шока. Один мужчина, который успел увернуться, стоял в стороне, пытаясь прийти в себя. Он с ужасом вспоминал, как его знакомые чуть не оказались под колесами. Спасатели быстро оценили ситуацию и начали работу по извлечению пострадавших. В это время полиция опрашивала свидетелей, пытаясь выяснить причины случившегося. Водитель оказался в состоянии стресса, он не мог сразу понять, что произвело такой хаос. Экстренная служба начала проверять его на наличие алкогольного опьянения и призвала его ко всем вопросам о произошедшем. Сквозь толпу зевак пробирались репортеры, фиксируя все, что происходило на камеру. Люди, собравшиеся посмотреть на происшествие, обсуждали происходящее, перешептывались о том, как быстро может измениться жизнь простых прохожих. Подобные моменты напоминали о том, насколько опасным может быть городское движение и как неожиданно может возникнуть угроза. Все это время камера продолжала фиксировать каждую деталь происходящего. Случившееся стало уроком для всех, кто оказался в этот момент на улице. Временные рамки событий, мгновения, которые могли стать решающими для жизни пострадавших, зафиксированные в кадре, оставили у свидетелей шокирующее впечатление. На следующий день после инцидента с автомобилем на тротуаре в парке, находящемся недалеко от места аварии, произошло непредсказуемое событие. Группа людей, наслаждаясь солнечным днем, мирно гуляла по аллеям, когда вдруг из кустов выскочила большая лиса. Люди остановились, недоумевая, как дикая природа оказалась так близко к городу. Лиса, видимо, искала еду, и, заметив людей, она стала приближаться, не обращая внимания на их испуг. Некоторые дети начали кричать и убегать в стороны, в то время как взрослые пытались успокоить их. Один мужчина, фотограф, увидев это, достал камеру и начал снимать на видео, захватывая неожиданный момент. Он не ожидал, что такая встреча станет популярной в соцсетях. Тем временем лиса, оказавшись на открытой площадке, неожиданно застыла. Она заметила что-то блестящее на земле. Это был пакет с едой, забытый одним из посетителей парка. Лиса, почувствовав легкую угрозу, начала осторожно приближаться к пакету, но в этот момент из-за деревьев вышла группа собак, которые начали лаять. Ситуация накалилась, и вскоре завязалась небольшая суматоха. Люди в панике начали разбегаться, а лиса, испугавшись, бросилась обратно в кусты. Обезумевшие собаки, видя, что лиса скрылась, стали гоняться за ней, но не смогли догнать. Мужчина с камерой продолжал фиксировать события, не представляя, как быстро ситуация может поменяться. В это время неподалеку на скамейке сидел отец с маленькой дочерью. Увидев, как лиса убегает, он решил рассказать девочке о дикой природе, показывая, как важно беречь животных и их среду обитания. Однако внезапно на аллее раздался пронзительный звук. Это был крик женщины, увидевшей, как одна из собак вырвалась из-под контроля и бросилась в направлении папы с дочкой. Собака, сбив с ног мужчину, направилась к девочке, которая в ужасе закричала. Ситуация достигла предела. Прохожие заволновались и начали пытаться отвлечь собаку, бросая ей мелкие предметы. Вдруг из-за куста выскочил охранник парка, который попытался успокоить ситуацию. Он быстро подбежал к собаке и, используя свой опыт, смог отвести ее в сторону. Неожиданно лиса снова выскочила из кустов, но теперь она была насторожена и не собиралась приближаться к людям. Она затаилась на безопасном расстоянии, наблюдая за происходящим.
Эта встреча с дикой природой стала эмоциональным испытанием для всех присутствующих. Люди, пришедшие за спокойствием, оказались в центре настоящего хаоса. Весь этот потасовочный момент был зафиксирован на камерах, и вскоре видео с необычной встречей стало вирусным в интернете, привлекая внимание к вопросу взаимодействия человека и дикой природы в городских условиях. В то время как одни делали выводы и обсуждали происшествия, другие продолжали радоваться, что смогли увидеть редкое явление, которое оставило их в шоке. В тот же день, когда в парке произошла встреча с лисой, в центре города раздался мощный взрыв. Аварийные службы, находившиеся неподалеку, немедленно отреагировали на громкий звук, который потряс нескольких прохожих. Вдруг из-за угла здания поднялся клуб дыма, и люди начали в панике разбегаться в разные стороны, осознавая, что произошло нечто серьезное. Взрыв произошел в кафе, расположенном на первом этаже жилого здания. Световые панели, рекламировавшие заведение, рухнули на тротуар, а окна разбились от мощной волны. Некоторые из клиентов, находившихся внутри, стали жертвами обломков. На улице возникла паника. Люди кричали, некоторые падали на колени, пытаясь укрыться от падающих предметов. Соседние предприятия сразу же закрыли свои двери, а уличные торговцы начали убирать свои товары, понимая, что ситуация может ухудшиться. Прохожие, опомнившись, начали делать все возможное, чтобы помочь пострадавшим. Один из мужчин, будучи врачом, бросился в кафе, чтобы оказать первую помощь. Он быстро оценил обстановку. Несколько человек лежали на полу, а другие пытались выбраться через разбитые окна. На место происшествия прибыли экстренные службы, развернув оперативный штаб. Полиция оцепила территорию, чтобы защитить граждан и не допустить дальнейших инцидентов. Пожарные начали искать возможные очаги возгорания, а медики оказывали помощь раненым. Крики и звуки сирен смешивались с шумом разбитого стекла. Тем временем в одном из соседних зданий группа студентов, проходивших стажировку, засняла взрыв на свои телефоны. Они были в шоке и, не веря своим глазам, начали обсуждать, какие меры необходимо предпринять. Один из них вызвал скорую помощь, сообщив о количестве пострадавших и возможных жертвах. В то время как другие студенты записывали происходящее, их преподаватель пытался организовать людей, чтобы помочь пострадавшим. На улице скапливались зеваки, которые не могли поверить в то, что происходит. К ним присоединились репортеры, стремившиеся запечатлеть шокирующие кадры для новостей. Один из них, заметив врача, спешащего к пострадавшим, попытался взять у него интервью, но тот, не отвлекаясь, продолжал оказывать помощь. Вскоре экстренные службы начали эвакуировать людей из ближайших зданий, опасаясь, что могут произойти повторные взрывы. На фоне хаоса раздался громкий звук. Это было еле слышное шипение газа, который утекал из поврежденных труб. Пожарные быстро отреагировали, перекрыв подачу газа и предотвратив возможность нового взрыва. Сложившаяся ситуация была критической, и напряжение нарастало с каждым мгновением. Люди, пережившие ужасный инцидент, поняли, что их жизни могут измениться в один миг. Каждый момент был зафиксирован на камерах, и вскоре вся страна узнает о трагических событиях в центре города. Среди хаоса, вызванного взрывом в центре города, произошел момент, который стал настоящим чудом спасения. Один из пострадавших, молодой парень по имени Алексей, оказался зажатым в обломках кафе. Он пришел туда на встречу с друзьями, и когда взрыв потряс здание, его накрыло падающими конструкциями. Сначала он не мог понять, что произошло, и лишь через несколько мгновений осознал, что находится в ловушке. Сложившаяся ситуация была критической. Алексей чувствовал, как вокруг него скапливается дым, а воздух становится тяжелым. Он попытался позвать на помощь, но его крики заглушал шум, царящий за пределами завала. В это время спасатели начали проводить эвакуацию. Один из них, заметив, что из-под обломков доносится тихий голос, направился в сторону звука. С помощью специального оборудования и фонаря он осветил пространство. В этот момент Алексей, уловив проблеск надежды, снова закричал. Спасатель быстро нашел место, откуда доносились звуки, и начал осторожно убирать обломки, чтобы добраться до него. Каждый движением требовал максимальной концентрации, так как на соседних конструкциях могли быть дополнительные угрозы. Вокруг царила тишина, прерываемая лишь звуками работы спасателей и криками людей, нуждающихся в помощи. Тем временем на улице продолжали оставаться зеваки и журналисты, фиксировавшие происходящее. Они наблюдали, как спасатели работают с большим напряжением и вниманием. В этот момент каждое мгновение казалось вечностью. Люди в ожидании результата молились за спасение пострадавших.
Спасатель, продолжая работу, наконец увидел Алексей. Он обрел надежду, когда увидел его руки, вытянутые из-под обломков. «Я здесь!» — закричал он, пытаясь сохранить спокойствие. Спасатель ответил: «Я тебя слышу, держись!» Он продолжал осторожно убирать обломки, и вскоре ему удалось освободить одну руку Алексея. Каждое движение требовало предельной осторожности, чтобы не причинить дополнительного вреда. Наконец, после нескольких напряженных минут, спасатель смог полностью вытащить Алексея из-под завалов. Его лицо было испачкано, а одежда пропитана дымом, но он был жив. Когда спасатель поднял его на руки, вокруг раздались аплодисменты. Люди, собравшиеся на улице, увидели, как происходит чудо спасения, и начали выкрикивать слова поддержки. Алексей, осознав, что его жизнь была спасена, закрыл глаза и выдохнул с облегчением. Он был перенесен к медикам, которые немедленно начали оказывать ему необходимую помощь. Спасатели продолжали работать, извлекая других пострадавших и оказывая первую помощь тем, кто остался в ловушке. Эти события запечатлели на камерах и вскоре стали основой новостных сюжетов. Мгновения, полные страха и надежды, показали, как в самые тяжелые ситуации люди могут проявлять невероятную храбрость и готовность прийти на помощь. Каждый, кто стал свидетелем этих событий, понял, что чудеса на самом деле случаются, особенно в моменты, когда это меньше всего ожидаешь. В это время, пока в центре города происходили трагические события, в одном из крупных магазинов на окраине возникло необъяснимое происшествие. Множество покупателей занимались обычными делами. Кто-то выбирал продукты, кто-то рассматривал новую бытовую технику. Внезапно на одной из полок с товарами произошел резкий шум. Это был звук, напоминающий разрыв, и он заставил людей обернуться в сторону источника. Люди начали перешептываться, когда увидели, как несколько упаковок с товарами падают с полки, хотя никто не прикасался к ним. В магазине воцарилась напряженная тишина. Продавцы и охранники, заметив происходящее, начали двигаться в сторону полки, чтобы разобраться в ситуации. Прохожие смотрели на друг друга с недоумением, не понимая, что происходит. Внезапно, как будто в ответ на всеобщее напряжение, одна из упаковок с крупами взметнулась в воздух и пролетела несколько футов, ударившись о стену. Это событие вызвало паническую реакцию. Люди начали бежать к выходу, бросая свои покупки. Одна женщина, держа малыша на руках, попыталась выбраться из магазина как можно быстрее, но ее остановил охранник, который пытался успокоить ситуацию. «Не паникуйте, это может быть просто случайность», — говорил он, хотя сам был в замешательстве. В это время другой покупатель, находившийся поблизости, достал телефон и начал снимать происходящее на видео. Вскоре в сети появилось множество роликов с таинственным инцидентом, о котором начали говорить все вокруг. Когда охранники прибыли к полке, они обнаружили, что некоторые упаковки действительно были выброшены с места, но никаких видимых причин этому не находилось. Вокруг полки никто не находился, и даже самих упаковок не трогали. Продавцы начали проверять камеры видеонаблюдения, надеясь найти объяснение происходящему. Тем временем группа покупателей, находившаяся под впечатлением от инцидента, собралась у выхода, обсуждая, что могло произойти. Одни предполагали, что это просто случайная ошибка, другие же говорили о чем-то сверхъестественном. Один из мужчин, заметив, что его телефон фиксирует странное свечение на полке, начал показывать это другим. Свечение стало ярче, и у людей возникло ощущение, что они стали свидетелями чего-то необычного. Охранники, просмотрев записи с камер, обнаружили, что в момент происшествия произошел сбой в работе электрических систем, который мог вызвать временные скачки напряжения. Однако люди не желали верить в обычные объяснения. Волнение и страх заполнили воздух, и вскоре магазин был опустошен. Люди бежали на улицу, пересказывая друг другу свои версии того, что произошло. Как только охранники попытались успокоить ситуацию, в магазине снова раздался резкий треск, и несколько товаров вновь полетели с полки. Это привело к новой волне паники, и охранники поняли, что ситуация выходит из-под контроля. Они решили временно закрыть магазин, чтобы разобраться с проблемой и обеспечить безопасность покупателей. Тем временем в соцсетях продолжали распространяться видео с инцидентом, привлекая внимание к этому необъяснимому происшествию. Люди начали собираться у магазина, желая увидеть своими глазами, что там происходит. Интрига нарастала, и все ожидали новых событий. Пока вокруг магазина продолжали обсуждать необъяснимое происшествие с падающими товарами, в толпе, собравшейся у выхода, находился мужчина, который выглядел подозрительно. Он внимательно следил за происходящим и, казалось, присматривал за ситуацией.
Сначала его поведение не вызывало подозрений, но вскоре, когда охранники отвлеклись на небольшие происшествия, он резко изменил свое поведение. Мужчина, едва заметно подойдя к двери магазина, начал делать вид, что осматривает товары. Он ловко маневрировал среди покупателей и прятал некоторые предметы в карманы. Никто не подозревал, что именно он собирался воспользоваться ситуацией. Его внимание привлекли дорогие электроника и товары, которые были выставлены на видном месте. Внезапно, когда охранники, казалось, наконец успокоили покупателей и начали проводить внутреннее расследование, мужчина выбежал из магазина, не дожидаясь завершения. Он пронес с собой несколько больших упаковок с товарами, и его действия произвели эффект разорвавшейся бомбы. Люди, стоящие у выхода, закричали, когда поняли, что происходит. Один из очевидцев, тот, кто ранее снимал на видео странные события в магазине, быстро начал фиксировать кражу на свой телефон. Охранники, услышав крики и заметив беглеца, немедленно бросились в погоню. Мужчина попытался скрыться между рядами машин, но не смог избежать внимания прохожих, которые уже начали сигнализировать полиции. Это создало дополнительный хаос, так как люди не знали, что происходит, и стремились оставить магазин. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Тем временем мужчина, осознав, что его могут поймать, бросил свои трофеи, но это не остановило его. Внезапно он нырнул в переулок, где его ждала машина, и в последний момент успел сесть на пассажирское сиденье. Водитель, не дождавшись полной остановки, нажал на газ, и автомобиль выскочил из переулка, оставляя за собой лишь шум и пыль. Сотрудники полиции, получив описание, немедленно начали преследование. Они перекрыли основные улицы, и вскоре в городском радиусе раздались сирены. Водитель, понимая, что ситуация накаляется, попытался уйти от преследования, но полиция была на шаг впереди. Внезапно на одном из перекрестков произошел конфликт, когда полицейские заблокировали путь. Автомобиль, в котором находились грабители, врезался в другую машину, и моментально началась борьба. Полицейские быстро выбежали из своих машин и начали задерживать подозреваемых. В это время свидетели кражи, которые все еще находились у магазина, начали собираться вокруг, переговариваясь о том, что именно произошло. Вскоре они оказались свидетелями задержания. Ситуация достигла своей кульминации, когда мужчины, пытавшиеся скрыться, были повалены на землю и задержаны. Полиция быстро проверила их сумки и обнаружила украденные товары. Все это время камеры зафиксировали каждое мгновение, и вскоре видео с кражей и задержанием стало вирусным в социальных сетях. Это происшествие, начавшееся с необъяснимого инцидента в магазине, завершилось неожиданной кражей, которая привлекла внимание всей страны. Люди, ставшие свидетелями этих событий, осознали, как быстро может измениться ситуация и как важно оставаться внимательными в любой момент. Пока полиция боролась с грабителями, на улице царила паника. Прохожие, находившиеся рядом с магазином, не понимали, что происходит. Крики, сирены и звуки скорой помощи смешались в единый хаос. Люди метались в разные стороны, пытаясь найти укрытие и понять, что делать дальше. Кому-то было страшно, кто-то пытался помочь другим, а кто-то просто снимал происходящее на телефон, не осознавая всей серьезности ситуации. Среди толпы находилась женщина с ребенком на руках. Она в панике пыталась найти безопасное место, пряча малыша от шума и хаоса. Вдруг она заметила, как несколько людей бросились к ее стороне, и их лица были искажены страхом. Она сжала своего сына, стараясь защитить его от этой неразберихи. Женщина обернулась, и ее взгляд встретился с глазами молодого человека, который тоже искал убежище. Они оба понимали, что ситуация требует действий, и их объединяло общее желание защитить своих близких. Тем временем полиция продолжала преследование, а толпа из зевак растягивалась вдоль дороги. Люди, которые не были вовлечены в инцидент, пытались понять, в чем дело. Некоторые начали выкрикивать вопросы, требуя объяснений, другие снимали происходящее на свои телефоны. В этот момент один из полицейских, заметив, что толпа может быстро перерасти в более серьезную угрозу, стал пытаться успокоить людей, призывая их сохранять спокойствие. «Пожалуйста, оставайтесь на месте, это не время для паники!» — кричал он, но его голос был заглушен криками и шумом. Толпа не слушала. Прохожие начали обсуждать свои версии происходящего. Кто-то говорил о взрывах, кто-то о грабителях, а другие, страшась за свою безопасность, просто пытались уйти как можно дальше. Внезапно раздался громкий звук, это была взрывная волна, которая накрыла улицу. Люди вскрикнули и стали разбегаться в разные стороны, не понимая, откуда исходит угроза.
Полиция немедленно оцепила место происшествия, но многие уже успели уйти в панике. В этот момент женщина с ребенком осознала, что им нужно срочно покинуть опасную зону, и, схватив малыша, попыталась пробраться к ближайшему выходу. На фоне всего этого хаоса один из грабителей, заметив, что его компаньон был задержан, попытался сбежать. Он вбежал в толпу, и неожиданно еще больше людей начали паниковать, видя, что кто-то бежит к ним. Зеваки начали кричать, а кто-то даже упал на землю, пытаясь избежать столкновения. Этот неожиданный поворот событий только усугубил ситуацию, и полицейские начали действовать быстро, чтобы предотвратить дальнейшую панику. Ситуация достигала своего пика, когда женщина с ребенком оказалась лицом к лицу с беглецом. Она не знала, что делать, но в этот момент к ней подбежал полицейский, который схватил грабителя и, используя свои навыки, быстро нейтрализовал его. Вокруг раздались крики об облегчении, но напряжение все еще висело в воздухе. Толпа с трудом успокаивалась, и каждый человек понимал, что эти события изменят их жизнь и взгляды на безопасность в городе. Эти мгновения стали кульминацией дня, который начался как обычный и завершился настоящим испытанием для всех. Каждый, кто оказался в этот момент на улице, ощущал, как быстро может меняться жизнь и как важно оставаться внимательным к окружающему. Вскоре после того, как ситуация на улице начала успокаиваться, городские новости начали активно освещать произошедшие события. Каждый свидетель того дня понимал, что эти моменты изменят их жизнь навсегда. Люди делились своими историями о том, как пережили день, полный неожиданных поворотов. Алексей, выживший после взрыва в кафе, стал активным участником местных инициатив по безопасности. Он начал выступать на форумах, делясь опытом и призывая жителей быть внимательными к окружающим и сообщать о подозрительных действиях. Его история вдохновила других и помогла многим задуматься о необходимости мер предосторожности в повседневной жизни. Женщина с ребенком, оказавшаяся лицом к лицу с грабителем, организовала встречи с полицией для обсуждения методов безопасного поведения в экстренных ситуациях. Она начала проводить семинары по безопасности для родителей, обучая их и детей, как действовать в случае угрозы. Ее история стала символом стойкости, и многие семьи начали посещать ее занятия. Тем временем грабитель, задержанный после кражи, был осужден. Этот случай привлек внимание к проблеме преступности в городе. В ответ на происшествие власти начали пересматривать меры безопасности в общественных местах. Обсуждения о том, как обеспечить безопасность граждан, стали главной темой местных новостей. Полиция совместно с городскими службами разработала новые стратегии предотвращения преступлений, включая активное взаимодействие с общественностью. Создание программ по повышению осведомленности помогло жителям больше доверять правоохранительным органам и активно сообщать о подозрительных действиях. В результате уровень самоосознания среди горожан значительно возрос. Необъяснимое происшествие в магазине, сначала вызвавшее страх, стало поводом для обсуждения важности поддержания порядка в обществе. Если вам понравилось увидеть, как неожиданные моменты могут изменить жизнь, не забудьте подписаться на наш канал. Вместе мы научимся замечать интересное в каждом дне. А если хотите поддержать наш проект, ссылка на донат в описании или просто наведите на экран QR-код. Ваши пожертвования помогут нам создавать еще больше захватывающих историй. Владельцы магазинов начали внедрять современные системы безопасности, включая улучшенные системы видеонаблюдения и сигнализации. Моменты, произошедшие за один день, показали, как быстро может измениться жизнь. Люди стали внимательнее, осознали, что безопасность — не просто слова, а необходимость. Они начали больше ценить моменты спокойствия и поддержки, понимая, как важно находить опору друг в друге в трудные времена. Истории, рожденные в тот день, остались в памяти горожан. Они стали символом единства и силы духа, напоминанием о том, что даже в самых тяжелых обстоятельствах можно найти надежду и возможность для изменений. Каждый, кто пережил этот день, вынес с собой осознание, что их жизнь уже не будет прежней, и все они стали частью большого сообщества, готового поддерживать друг друга в любые времена.